Всем привет, дорогие друзья! Я рад снова вас видеть на моем канале. Сегодня я хочу начать такую интересную тему, как перетяжка сидений автомобиля. И хочу вам показать все процессы при перетяжке сидений от снятия лекал до финишного результата, конечного. Итак, первым видео будет снятие лекал. И сейчас я вам подробно постараюсь все наглядно рассказать и показать. Так что смотрите это видео, подписывайтесь на канал, ставьте нравится. Поехали! Итак, начинаем. Первое, что нам нужно для снятия лекал, это инструменты. Существует много разных методов снятия лекал с сидения автомобиля. Я использую вот этот самый простой, быстрый и, в принципе, если знать досконально технологию, то совершенно точный. Что нам нужно? Во-первых, нам нужна пленка. Чем больше микрон, тем надольше вам хватит этих лекал в дальнейшем при использовании. Я покупаю 180, но бывает и больше. Затем нужны вот такие вот булавки, иглы с такими пимпочками на концах, пластиковыми, чтобы было можно удобно втаскивать и вытаскивать. Затем маркер и ножницы. Все. Больше ничего не нужно, чтобы снять лекало с сидения автомобиля. Дальше я бы хотел пройтись по обозначениям элементов сидений машины. Вот это вот все центр, да, лицевая часть. Вот эта вот часть центр, да, у нас. Вот эта часть кокетка называется. Возможно, кто-то по-другому называет, но в дальнейшем я буду называть вещи своими именами, которые мне более привычны. Вот эта часть – это юбка. Вот на примере. К юбке идет снизу пришивка. Пришивка, как правило, делается для соединения чехла с каркасом сидения. Это самый простой, наверное, способ вообще, самое простое сидение в перетяжке, потому что тут нет каркаса, который соединяется с самим креслом. Все просто сшивается чехол, делается пришивка, туда запихивается проволока и пришивку присоединяем к каркасу сидения, к пружинному. Здесь все максимально просто. Здесь даже нет поролона, здесь ватин, и чтобы не вылез ватин наружу, пружины прокладываются мешковиной. Вот. Итак, с обозначениями мы разобрались. Теперь перейдем к технологии. Технология очень проста. Любое сидение, точнее большинство сидений, можно разделить пополам визуально. То есть одна часть, допустим, правая, да, будет зеркалить левую. Не везде, но в большинстве случаев. В данном случае у нас правая часть симметрично левой. То есть если мы ее перевернем, да, лицо, перевернем туда, то она будет все, как это сказать, все изгибы совпадать. Поэтому мы ее будем центрировать, как бы, да, находить центр и уже в дальнейшем выравнивать правую и левую часть. Это нужно для того, чтобы
а, добиться идеального чехла, идеально ровного чехла. Сиденье промятое здесь, тут, там, здесь промято, там промято, да, и мы сейчас снимем размеры, но если мы будем делать по этим же лекалам без каких-либо поправок, то у нас получится вот такой же чехол кривой весь, да, уже, ну, он со временем чехол кривой такой, а у нас он будет новый кривой. Вот, соответственно, нужно будет все править, исправлять. Мы будем шить в точности такой же чехол по оригиналу. Соответственно, обводим все вот эти вот элементы, где что пришивается, все линии, так как на этом чехле. Так. Булавки нужны для того, чтобы фиксировать пленку на сиденье. Натягиваем, да, часть и фиксируем. Так, вот я, допустим, обвел первые две части у нас получилось. Сейчас нужно снять пленку с сидухи. Вот это вот борение мы должны будем убрать в дальнейшем. Как бы довести до идеала наше лекало. Серединку тоже фиксируем, чтобы она не ездила у нас. А также не забываем подписывать, допустим, вот здесь у нас идет по этой части прострочка, соответственно, здесь пишем прострочка. И фотографируем элементы, если мы делаем по оригиналу, чтобы в дальнейшем у нас не возникало вопросов, а где делать прострочку, здесь или там. Все нужно подписывать. Или даже если вы эти лекала отдаете швеям, они должны быстро сориентироваться, где что делать и как. Здесь у нас идет кант кедр. Это у нас 407 москвич. Заднее сиденье. И можно, допустим, ставить вот какую-нибудь цифру, да, 4-й элемент, и на каждой детали ставить 4, чтобы потом не путаться в лекалах. Так, следующая задача наша — обрезать края, все вот эти, да, лишние, вырезать вот эту кокетку, и даже можно до этого сделать центр, найти середину. Вот
так вот у нас все в принципе совпало. Чехол не особо сильно уехал. Вот она у нас будет середина, вот здесь. По идее, можно даже снять... Нет, ну это на других сиденьях так делается. Тут так нежелательно делать. Здесь лучше сразу целиком снять лекало и потом уже найти середину. Вот она у нас вот здесь середина. Отмечаем ее. Так. Дальше смотрим. У нас раз элемент, два элемента и три элемента. Осталось три элемента. Соответственно, вот этот элемент зеркальный вот этому элементу. Поэтому можем снять лекало только отсюда и отсюда. И здесь не забудем на лекалах подписать то, что эта часть такая же, как обратная часть вот этой вот детали. Такая же, как эта часть за водителем. Это у нас юбка задней сидухи. Так, растягиваем и фиксируем изгиб. Чем лучше вы натянете пленку, тем точнее будут размеры. Дальше будет видео про крой. Это немаловажная часть при перетяжке сидений автомобиля. Если неправильно раскроить, можно попусту запороть весь материал.
Пленка должна максимально прилегать к нашему изделию. Даже можно в местах изгибов ставить вот булавку. Так, у нас вроде бы все получилось ровно. Это юбка задней сидушки. За водителем. Сторона за водителем. Две детали. Зеркалом. Обводим изгиб. Натягивая пленку, подтягивая, если натяжения не хватает. Пишем кант кедр здесь. Проходит. Вот здесь можем просто забрать большую часть. И на ней написать пришивка с проволокой. Пришивка с проволокой. Так, правая часть и левая часть, соответственно, у нас готова. Останется ее только вырезать и подровнять.
И не забываем то, что мы снимаем размер 1 к 1, то есть без припуска. При раскрое еще нужно учитывать припуск. Итак, в принципе, теория, я думаю, ясна. Теория снятия лекал ясна. И в следующем видео я вам покажу, как делается раскрой материала. Там тоже очень много нюансов. Но если знать все тонкости и нюансы, то никаких проблем при перетяжке автомобильных сидений у вас не возникнет. Поэтому спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!